Как перевести сухой кашель во влажный? Это, друзья, на самом деле не всегда необходимо и не всегда следует откашливать мокроту. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. И это не является вообще обязательным элементом каждого случая вирусных инфекций. Важно каждому из вас помнить о принципе «лечим не сам кашель, а его причину». Потому что сухой кашель может быть вызван различными факторами, различными причинами. Это может быть обструктивный бронхит, неосложненная ОРВИ, это может быть ларингиты, это может быть фарингиты, сухой воздух в доме, это может быть ГРБ, то есть заброс желудочного содержимого, да, в пищевод и таким образом раздражая слизистую, может быть кашель, психогенный кашель и многие другие причины. Давайте приведу пример на одной из причин. Например, обструктивный бронхит. В начале заболевания у ребенка или у взрослого будет сухой кашель. И в данном случае нет необходимости в откашливании. То есть переводить сухой кашель во влажный не нужно. А что следует сделать в данном случае? То есть нужно устранить источник проблемы. В данном случае это сужение просвета бронхов. То есть мы даем препараты, которые расширяют бронхи, бронхи расширяются, дыхание улучшается и сухой кашель проходит. А если вы, например, занимаетесь самолечением, пытаетесь увлажнить данную обструкцию, да, думаете, что сухой кашель, нужно его увлажнить, то добавляете еще больше слизи в уже суженные бронхи, и это усугубляет состояние ребенка. Под самим понятием перевести сухой кашель во влажный часто понимают, что необходимо смягчить мучительный сухой кашель. А он действительно мучительный для ребенка или просто вам режет слух? Чаще всего нам, родителям, кажется, что сухой кашель ужасный, звонкий, раздражающий, а ребенок бегает, прыгает, пьет, ест, то есть чувствует себя нормально, откашляется и играет дальше. То есть ребенок не страдает. В случае неосложненной ОРВИ, когда нет обструкции, пневмонии и прочих осложнений, терапия сиропами не требуется. Чаще всего сухой кашель самоувлажняется. Например, при рините, да, в начале кашель сухой из-за того, что есть отек, заложенность носа, но по мере увеличения слизи в носоглотке становится, соответственно, влажно, да, то есть слизь стекает по задней стеночке и кашель становится влажным. Этот процесс на самом деле чаще всего происходит сам по себе, но если, например, применять муколитики или отхаркивающие средства, можно этот эффект связать именно с приемом лекарственных препаратов. Но на самом деле физиологически этот процесс вообще проходит без применения данных сиропов. И потенциально большое количество слизи, которое вызвано этими препаратами, может наоборот усилить кашель. Но, к сожалению, бывает в некоторых случаях, когда увлажнение физиологически, да, не происходит, и кашель становится сухим, интенсивным на протяжении, например, всего заболевания. Ну, предположим, неделя или 2 недели кашель сухой, раздирающий, надоедливый, не дает спокойно спать ребенку. Тогда врач может назначить терапию для смягчения кашля или для увлажнения, да, или наоборот для блокировки кашлевого рефлекса. И это будет считаться правильным действием в случае, если кашель не осложнен, да, при неосложненном ОРВИ, когда нет обструкции, о чем я говорил выше, пневмонии и прочих осложнений. Но если причина кашля иная, о чем я говорил уже выше, да, приводя пример про обструктивный бронхит, то потребуется специализированная помощь для устранения причины. Запомните, именно причины кашля. Итак, давайте резюмировать. Да? Если причина кашля ОРВИ без осложнений, наша цель какая? Уменьшить или смягчить кашель. А если причина в осложненной ОРВИ или другом состоянии, требуются меры, которые подходят для данной проблемы, а не просто вот эта идея, да, превращения сухого кашля во влажный. Нам важно найти причину заболевания и лечить саму причину. Кашель — это просто рефлекс. Поэтому, друзья, если у ребенка сухой кашель, ваша задача следующая. Не пытаться сразу же давать сиропы или отхаркивающие средства. Важно ребенка показать врачу, чтобы выяснили причину кашля
И после этого врач может назначить необходимые лекарственные средства, если в этом есть необходимость. Если в этом необходимости нет, ребенок бегает, прыгает, чувствует себя нормально, его организм не страдает, но он кашляет, это нормально. Это защитная реакция организма ребенка. Он должен кашлять, он должен освобождать дыхательные пути от инородного тела, вирусов, бактерий и так далее. То тогда необходимости в приеме данных сиропов нет. А если ребенок страдает, ему плохо, кашель мешает ему жить, то тогда, конечно же, возможно назначение лекарственных средств. Понятно?